В Вооруженных силах Донецкой Народной Республики проводились плановые занятия по боевой подготовке, продолжался процесс совершенствования, слаживания мотострелковых и танковых батальонов. За прошедшие сутки было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ. На прошедшей неделе противник увеличил обстрелы объектов гражданской инфраструктуры, прицельным минометным обстрелом подвержены здания Донецкой фильтровальной станции. Однако нарушить подачу воды в населенные пункты республики киевским оккупантам не удалось. Мы, конечно, ожидали от украинских военных преступников подлых действий в период проведения встречи трехсторонней контактной группы в Минске, так как для них это становится уже системой. Но вопиющий случай произошел 14 февраля, поражает своей циничностью и лишний раз подтверждает отношение украинских оккупантов к населению Донбасса. Каратели с 93-й отдельной механизированной бригады под командованием военного преступника Клочкова среди рабочего дня осуществили прицельный обстрел из боевых машин пехоты по зданию школы номер 3 и школы-интерната в городе Докучаевске. Около 400 детей были вынуждены укрыться от украинского огня в подвале. Лишь по счастливой случайности дети не пострадали, однако большая часть из них получила сильнейшую психологическую травму. Также полностью выгорела квартира многоэтажного жилого дома. Всего за прошедшую неделю противник 63 раза нарушил режим прекращения огня и выпустил по территории республики 132 мины калибром 120 мм и 309 мин калибром 82 мм. Огневому воздействию со стороны ВСУ подвергались районы 20 населенных пунктов республики. В результате обстрелов со стороны ВСУ разрушены и повреждены 12 домостроений. Ранения получили 1 военнослужащий Вооруженных сил Донецкой Народной Республики и 1 мирный житель. Командование ВСУ продолжает сосредоточение тяжелого вооружения вблизи линии боевого соприкосновения. В частности, 152-мм буксируемая гаубица Д-20, 18 единиц, 152-мм буксируемая пушка Гиацинт-Б, 12 единиц, 122-мм самоходная артиллерийская установка Гвоздика, 5 единиц, 100-мм противотанковая пушка Рапира, 8 единиц, танк Т-72, 2 единицы. В штаб так называемой АТО из Киева поступили особые указания разработать и провести мероприятия по решению 2 важных вопросов. Первый. Это принятие оперативных мер по устранению вплоть до физического неподконтрольных украинских боевиков-националистов, находящихся в зоне конфликта, которые саботируют приказы командования ВСУ и своими непредсказуемыми действиями создают значительные проблемы. Второй вопрос – это создание резонансного повода, который военно-политическое руководство Украины могло бы использовать для развязывания активной фазы боевых действий против населения Донбасса. Мы располагаем достоверной информацией о планах украинской стороны провести в зоне так называемой АТО спецоперацию под руководством командующего силами специальных операций ВСУ военного преступника генерала Лунева, а также представителей Центрального аппарата СБУ и Национальной гвардии Украины. Для этого созданы 2 сводных отряда, по несколько групп каждый, в которые вошли военнослужащие ВСУ, в том числе подразделения специального назначения, а также Службы безопасности Украины и Национальной гвардии Украины. В состав первого отряда входят специалисты по минно-взрывному делу и снайпера, с которыми проведены дополнительные занятия под руководством иностранных специалистов. Задача отряда – физическая ликвидация наиболее одиозных главарей и боевиков украинских добровольческих националистических формирований. Нами установлены участники нескольких групп, входящие в данный отряд. Это полковник Алексей Ильченко, СБУ, подполковник Александр Шиденко, СБУ, подполковник Владимир Черненко, ВСУ, майор Евгений Ершов, силы спецопераций, майор Григорий Лагунов, ВСУ, майор Дмитрий Бутрименко, Нацгвардия, майор Богдан Токарь, Нацгвардия, старший лейтенант Сергей Сницарев, Нацгвардия, лейтенант Павел Марусенко, Нацгвардия, старшина Михаил Бузмаков, силы спецопераций, старший прапорщик Владимир Дзюбаненко, Нацгвардия, старший сержант Олег
Тимощенко, силы специальных операций. Старший солдат Сергей Иванченко, Нацгвардия. Старший солдат Дмитрий Вербивский, Нацгвардия. Солдат Николай Бучинский, Нацгвардия. Второй отряд не менее интересен. В его состав входят военнослужащие подразделений специального назначения. Под руководством иностранных инструкторов с ними проведены занятия по ведению диверсионно-террористических действий и освоению стрельбы из минометов. Замыслом украинских спецслужб предусматривается осуществление минометного обстрела по населенным пунктам на оккупированных Киевом территориях, а также сотрудникам международных организаций из районов, приближенных к линии соприкосновения, в целях обвинения руководства республики в фальсифицировании военных преступлениях и создания значительного общественного резонанса. Установлены некоторые участники данного отряда из сил специальных операций. Это подполковник Вячеслав Изотов, майор Артем Можний, майор Евгений Сломинский, младший лейтенант Александр Дудников, сержант Ярослав Старчак, сержант Игорь Галимон. Отдельно фотографии будут переданы вам по обеим группам, имеющиеся фотографии этих персон. На прошедшей неделе украинские войска, выполняющие задачи в зоне так называемой АТО, проинспектировала американская военная делегация. Украинские генералы бодро доложили своим западным хозяевам о полной готовности подчиненных войск к ведению боевых действий. Однако американские специалисты остались крайне недовольны плачевным состоянием и низкой боеготовностью одной из лучших армий в Европе, как считает Порошенко. При этом возникло достаточно много вопросов о целесообразности расходования денежных средств, выделяемых из бюджета США на оборону Украины. Хуже всего положение дел обстоит в 54-й, 93-й отдельных механизированных и 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. После убытия американской инспекции отмечено посещение бригад ВСУ несколькими комиссиями из Генштаба и штаба так называемой АТО с задачей осуществления контроля устранения недостатков, поиска и наказания виновных. Кураторы из США пообещали повторно проверить украинские войска и все-таки услышать от генералов ВСУ более вразумительного ответа на вопрос, куда уходят деньги американских налогоплательщиков. Благодарю за внимание. Так, вопрос? Да, я независимый журналист Патрик Ланкастер. Позавчера, как вы сказали, украинский стреляет под Дукачевск. Я и много журналистов уже сделали репортаж там, ДНР, СКК сделали отчет там, ОБСЕ уже сделали ничего там. Можно сказать, зачем вы думали это? Ну, если я вас правильно понял, почему ОБСЕ 14 февраля не приезжала на фиксацию обстрела Докучаевска, да? Ну, я думаю, подобный вопрос нужно задать ОБСЕ. Вот от себя хочу добавить то, что мы знаем, что, к сожалению, представители ОБСЕ не на все обстрелы выезжают. Почему, по какой причине, это уже надо узнавать у них. Но неоднократно фиксировались факты, когда ОБСЕ или просто самостоятельно не выезжали, или выезжали, но не фиксировали, уезжали без фиксации. Как мы помним, тут я присутствовал 14 декабря 2016 года, когда на украинской стороне обстреляна была очередь людей, которые проходили майорский КПВ. Вот, тогда ОБСЕ, они вроде как приехали в Горловку, они стояли, но они не поехали на майорский КПВ очень долгое время, буквально, наверное, часа два. А потом уже, когда мы уже закончили работу и по фиксации со своей стороны и поиску очевидцев, ОБСЕ уже потом только решила все-таки поехать. Вот тут почему они так работают и какая у них методика работы, мне неизвестно, этот вопрос нужно задать.